Привет-привет, друзья! Сегодня должен был состояться прямой эфир, но я решила перенести прямой эфир на август. И хорошие новости. Вместо прямого эфира сегодня вышло видео. Вы, конечно же, хотите меня спросить: Мария, что же вы там делаете на своих каникулах? Вы не выходите в прямой эфир, вы не снимаете открытых роликов. Что вы там делаете? Чем вы занимаетесь? И я вам отвечу. Но, во-первых, я, конечно, отдыхаю, набираюсь сил. Во-вторых, я все-таки снимаю видео, и уже 2 дополнительных видео вышло на Патреоне и на Бусте. Ну и в-третьих, я ем. В основном я занимаюсь именно этим. Это видео будет именно про еду. Небольшое предупреждение перед тем, как вы начали смотреть это видео. Если вдруг вы не едите свинину или вы не едите мясо вообще по каким-то идеологическим соображениям, вам неприятно это видеть, то подумайте, стоит ли вам смотреть это видео, потому что это видео как раз про мясо. Итак, это видео посвящается вкусному, сочному, ароматному шашлыку. Так, стоп, на секундочку. Давайте сначала поговорим о том, как этот вкусный, сочный, ароматный шашлык попал на стол. Итак, как вы уже, наверное, поняли, это очередное кулинарное шоу. Но на этот раз в роли повара выступаю не я. Повар – мой брат. Я буду есть и комментировать. Как и всегда, я стараюсь делать даже кулинарные шоу на моем канале полезными для вашего русского языка, для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Поэтому мы с вами будем делать небольшие остановки, и я буду комментировать некоторые интересные моменты, интересную грамматику, интересные слова и то, как наш повар произносит некоторые фразы. Если вы готовы, поехали! Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы маринуем шашлык. Самый вкусный, самый сочный. Мариновать – это значит держать, например, мясо в специальном соусе. Смотрите, глагол с суффиксом «ова». Значит, когда нам нужна личная форма этого глагола, мы маринуем, например. Мы будем заменять суффикс «ова» на «у». Мы маринуем шашлык. Совершенный вид этого глагола – замариновать. Приставка «за» прибавляется. И, кстати, эту форму вы услышите в сегодняшнем видео. Все у нас, естественно, в первую очередь зависит от мяса. Вот мы что сегодня прикупили. Купить, прикупить, покупать, закупать, выкупить. Русские глаголы с приставками. Здравствуйте. Приставка «при» в данном случае, глагол «прикупить» обозначает купить вдобавок к чему-то. Этот глагол иногда используется именно в этом значении, а иногда используется просто как разговорный вариант глагола «купить». Когда я говорю «вот что я сегодня купил» или «вот что я сегодня купила», это значит, что я ходила в магазин специально для этого. Когда я говорю «вот что я сегодня прикупила», в этом есть оттенок случайности. Я ходила в магазин просто прогуляться, просто посмотреть. Я не хотела это покупать, у меня не было такой цели. Но мне понравилось, и я это купила. Вот такую вот свиную шею. Она должна быть жирком, чтобы шашлык получился сочным. Жирком. С жирком. Но куда же делся предлог «с»? Дело в том, что звук «ж» звонкий. И он делает предыдущий согласный тоже звонким. Поэтому, по идее, мы можем услышать «с жирком». В быстрой, беглой речи
вот это сочетание «з-ж» превращается просто в, ну, долгий, давайте скажем, в долгий звук «ж», с жирком. На самом деле, когда мы говорим быстро, там даже не слышится долгого звука «ж», жирком. Нам нужно порезать. Порезать нужно на кусочки. Самое главное для свинины, когда мы покупаем, это выбрать качественное, естественно, свежее, хорошее мясо. Потому что, в первую очередь, все зависит от мяса. Естественно. Где там вот это «ве»? Нигде. Естественно. Мы с таким явлением уже сталкивались. Звук «в» иногда выпадает, редуцируется, вообще не произносится. И остается в этом слове только «естественно». Здесь у нас сушеная аджика, сушеная паприка, немного красного перца. Опять же, все по вкусу добавляется. И немного белого перца. Это здесь. Мы сюда добавим еще соль и добавим черного перца. Черного обычного перца. Вот. Ну и все. Вот мы делаем один слой. У нас есть 3 луковицы и 1 лимон. Нарезаем лук полукольцами. Наша задача сейчас порезать лук, потом сделать специи вместе с солью, все размешать и грамотно его замариновать. Давайте-ка разберем вот эту фразу. Наша задача сейчас. Слово «сейчас» в разговорной быстрой речи превращается в «щас». Порезать, сделать, замариновать. Помним, да, этот глагол? Замариновать. Какой это вид? Порезать, сделать, замариновать. Совершенный вид. Наша задача сейчас, и дальше идет перечисление действий. Наша задача сейчас порезать, сделать, замариновать. Галочка, галочка, галочка. Совершенный вид обозначает такие ступеньки, этапы. Как только наш прекрасный повар описывает то, что он делает в данную секунду, он переходит на несовершенный вид. Нарезаем лук. Вот мы делаем один слой, вот мы берем наш лук. Кстати, обратили внимание на слово «грамотно» здесь? Грамотно его замариновать. Писать грамотно – это значит не делать ошибок на письме. Говорить грамотно – опять-таки, это значит не делать ошибок. Что значит грамотно замариновать? Качественно. Можно делать все, что угодно грамотно. Это значит качественно, хорошо, классно. А зачем вода нам? А вода, она с газом. Газы, пузырьки, они помогают тому, что волокна расщепляются, мясные волокна. И мясо становится мягче. Мягче, соответственно, нежнее, соответственно, вкуснее. Соответственно. Никакого соответственно мы не слышали. Мы мешаем специи. Вот здесь у нас, повторюсь, сухая аджика, паприка, красный перец, белый перец и еще немножко там вкусняшек. Это вот соль черного, обычного, душистого перца. Берем прямо рукой. Вот мы берем наш лук. И что мы делаем? Нам нужно получить по максимуму луковый сок. Луковый сок, он смягчает мясо, делает его сочным. Руки у нас чистые, все хорошо. Мы берем наш лимон. Вот это у нас один слой готов. Дальше выкладываем второй. Итак, у нас остался один маленький штрих. Так, друзья. О, как обычно, я тоже так готовлю. Это у нас домашнее вино. И ты будешь его пить? Нет. Для тех, кто не выпивает алкоголь, не переживайте. Это вино исключительно для маринада. Оно при жарке полностью выпаривается. Мы добавляем буквально полбутылки. Это обычно у нас минеральная газированная вода. Подсолнечное масло. Немного. Оно запечатывает специи на глазу.
Накроем крышкой и уберем в холодильник. Очень надеюсь, да и не надеюсь, я больше чем уверен, что будет очень вкусно. Последние кадры этого видео я уже оставила без комментариев, потому что мне кажется, что комментарии там лишние. Мне кажется, я теперь могу официально называть мой канал самым вкусным каналом о русском языке. Да, на самом деле мой канал называется Sound Like Russian. Мой закрытый канал в Телеграме называется Think Like Russian. Теперь, я думаю, мне пора создать плейлист под названием Eat Like Russian. Если после этого видео вы захотели есть, поставьте лайк этому видео. Если из этого видео вы узнали что-то новое, какой-то новый факт или новое слово, новую фишку о русском произношении, да что угодно, тоже поставьте лайк. Если вы уже поставили лайк на предыдущем пункте, напишите комментарий. И вообще, пишите, пожалуйста, комментарии, и мне, и нашему сегодняшнему повару будет очень-очень приятно. Присоединяйтесь ко мне на Патреоне и Бусти. Там этим летом вышло уже 3 дополнительных полезнейших видео. Кроме того, даже летом продолжает работу наш Russian Shadowing Chat. Понемножечку, по чуть-чуть, даже летом ребята продолжают работу над своим произношением. Я желаю вам прекрасного лета. Надеюсь, что мы с вами увидимся скоро. И пока-пока.